Добрый день, дорогие друзья, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня проведем прогулочку. В прошлый раз я выложил видео... О, котик какой тут сладенький, хорошенький. В прошлый раз выложил видео, и я назвал его «Как выглядят окраины Ташкента». И мне много комментариев поступило, что хотя это место и находится на краю карты Ташкента, что это место на самом деле не окраина, а это все равно центровое место. И вот говорят, приезжай в такой район, который называется Сергели, и засними там, как люди живут. Я посмотрел, это вообще место где-то за Ташкентом далеко. Ну, вы сейчас, конечно, в комментарии напишите, что это не за Ташкентом, но на карте-то как-то странно отображается, что это далеко. Вот. Я прочитал про этот район. Этот район, вот конкретно где я сейчас хожу, называется Спутник. Потому что раньше это как отдельный городок такой строился за Ташкентом, за городом. И как спутник к городу. То есть он как бы приравнивался к Ташкенту, но тем не менее как спутник, как отдельный город. Вот. И название Сергели, потому что его основал Сергей Ли, такой корейский человек очень знаменитый. Ну, конечно, это шутка, почему-то все так говорят, но на самом деле вряд ли это правда. Вот. Так что Сергей какой-то основал этот город. Ну вот, все, наверное, его портрет во всех тут квартирах. Вот. Тогда была нехватка жилья, и вот построили вот такие деревянные дома, они полностью из дерева. Называется деревяшки. И многие говорят, что тут неудобно жить, что они уже старые, эти дома. Но, тем не менее, под разными видео мне писали люди, говорят, давай туда съезди, это такой классный район, тут особая атмосфера. Я приехал, реально мне очень нравится, какой-то такой, несмотря на такую заброшенность и обветшалость, все равно какой-то свой особый тут стиль, тут очень спокойно, тихо, и вот эти домики интересные, вот здесь я уже не на одном заметил, что какие-то картины рисуют жители, очень такое творчество необычное, посмотрите, какими-то такими штучками стены сделаны, панельками такими. Вот здесь старые еще советские площадки, шины, вот эти покрышки, но тем не менее свое какое-то уютное ощущение. Вот дети там гуляют, зонтик, белье сушат на берегу, но тем не менее все зеленое такое, как будто на даче где-то или за городом. Такое ощущение какого-то поселка за городом. Но все равно какая-то тут необычная атмосфера. Там сейчас выйдем на основную улицу, и там даже мне чем-то Америку напомнило, такой Пенсильвания или что-то такое, где частные дома, потому что они такие небольшие, двухэтажные, и такая улица с деревьями, как будто где-то в пригород Сабурбия Америки. Вот. Напишите, были ли вы тут, и как вам вообще то, что вот я снимаю, нравится вам. Я говорю, вот привести в порядок вот эти дома, это вообще будет такое место классное, потому что атмосфера тут приятная, какой-то свой такой вайб. И зелени много, вот тут как дача реально. И при этом сюда сейчас новое метро построили, и до центра города вообще доезжать по прямой там минут 15-20 максимум. И уже в центре города будешь, где Ташкент-Сити, где даже центр, где сквер. Туда очень легко доехать. И хотя раньше это место было где-то на отшибе, за городом, вот это вот реально уже окраина,
Но здесь метро очень близко, и можно прям сесть и доехать легко. Так что это место уже считается центровым. И я слышал, что давно собираете эти дома сносить и строить, тут все застраивать этими новостройками дурацкими. Тогда это место уже свой шарм потеряет, уже не будет уютное. Но я не знаю, все по-разному относятся. Мне хочется, чтобы такие места сохранялись, чтобы было побольше таких уютных мест с небольшой этажностью, где себя чувствуешь ближе к природе, ближе к земле, а не в этих новостройках бетонных и смотреть кому-то в окно и не иметь двора, не иметь ничего. Здесь, конечно, сейчас выглядит как-то все изношено, старое, но совсем чуть-чуть усилий это привести в порядок. Мне кажется, многие со мной согласятся, что если уже здесь атмосфера хорошая, место хорошее, и вот немножко благоустроить, травку посадить, ровные дорожки сделать, скамейки, тогда это место прекрасно можно сделать. Здесь вот котики гуляют. Для меня, кстати, показатель хорошего места, если котики свободно гуляют, значит, это, если им это уютное место, значит, и людям будет спокойно и уютно. Потому что в плохом месте животных не будет, им будет некомфортно. Тут своя аура должна быть подходящая. Мне вот нравится узор из вот этих панелек на фасаде дома. Какая-то морская тематика получается. И еще на восприятие это влияет, что вот посмотрите, как цветы вокруг. Так что жители стараются благоустроить. Очень приятное место. Может быть, кажется, что все какое-то ржавое, некрасивое, но атмосфера прям как будто где-то на даче находишься. Приятная. Вот люди высаживают что-то, зелень какую-то. О, сейчас я вам историю интересную расскажу, что со мной недавно произошло. У нас на квартале выключили свет, и у нас на квартале выключили свет надолго. Я сидел в квартире и вышел немножко на улицу посидеть, отдохнуть, потому что внутри дома не очень приятно, без света было, скучно. Вышел на улицу посидеть. Там такой мужчина с бородой, и маленькая у него дочка, там девочка. И он с ней там играл. Там на горке ее катал, все время ее целовал. Так что мне прям нравится, как в узбекских семьях, особенно отцы, как они любят своих дочерей, своих детей, как они за ними ухаживают. И прям вот не боятся продемонстрировать свою любовь. И эта девочка все время улыбалась, такая довольная. Ну вот я со стороны сидел, наблюдал. Мне сразу так приятно внутри, что когда детей любят, когда это проявляет доброту, заботу. И вот я сидел, наблюдал, а потом они пошли домой, и мимо меня проходят, и мне вдвоем «Здравствуйте!» Так приятно стало. Мало в какой стране ты так увидишь, чтобы люди, проходя мимо, вот так здоровались, улыбались. И при этом я просто в стороне сидел. Вот. И вот это вот мне вот в Узбекистане, в узбеках очень нравится, что очень добродушные, приветливые. И не просто так посмотрят, как на чужого человека, а как будто ты их уже знакомый человек. Все с добротой, таким дружелюбием. Мне прям это очень понравилось. Вот такая история произошла. Вот, смотрите, там уже какая-то улица такая более... вот там метро проходит, видите? Эстакада. Здесь метро именно надземное, наверху проходит. Как сейчас в Астане открыли недавно. Метро тоже надземное.
А, вот здесь смотрите, как необычно сделали прям дерево, подсветку сделали. Вот, вот так вот взять эти, прям постараться сделать, и эти дома будут такими прикольными и даже дорогими будет это жилье, потому что все живут в этой урбанизации, в городах, в бетоне, а вот такое место многие бы захотели, даже богатые люди себе, чтобы жить в каком-то уюте, пусть рядом с соседями, но зато как-то спокойно, как будто за городом. Вот там эстакада метро. Может быть, даже увидим, как оно проезжает. А давайте здесь пройдем. Интересно тут прогуляться. Что-то необычное. Как будто вот это за лес и исследуешь какие-то дворы. Вот все заросшее, как столько зелени. Необычно прям. Интересно, если кто-то посмотрит мое видео из тех, кто здесь живет, напишите ваше мнение, нравится ли вам этот район. Хотя мне многие писали, что да, приезжайте к нам, Сергей Лив, спутник, посмотрите, это очень классное место. Я говорю, опять-таки, привести это в порядок будет классно. Какая-то тут атмосфера уюта. Вот здесь дом покрасили, уже как-то интересно сразу выглядит. А, чешую. Узоры посадили, как будто дом с чешуей. Тоже, кстати, морская тематика, как будто это рыба какая-то. Ну, интересно придумано, очень, очень приятная атмосфера. Вот здесь вот частично как берег напоминает Субуру. Если бы вот это какие-то частные дома были, а не многоквартирные, тогда бы по самой структуре, по расположению напоминает, как будто это Америка где-то. Именно в пригороде. Что мне нравится тут, что очень много цветов, зелени. Люди стараются как-то благоустроить. Вон там зелень прям наверх дома растет. А вон еще котики. Котикам тут нравится. Рыжий. Вот еще котята там. Как тут хорошо. Вон сидят двое. Разбежались, всех распугал. Как будто это место остановилось во времени. Старые-старые такие детские площадки. Но это не так плохо, потому что как будто просто такое. Можно попасть в старое время и погулять по нему, походить. Тоже хорошо, тоже для разнообразия интересно. Просто привести это если в порядок, более аккуратно сделать. И сюда приезжать, это такой кайф, как будто из города уехал куда-то. Прям хочется мне и туда пойти, сюда пойти, во все дворы зайти. Каждый как-то по-своему сделан.
везде интересно прогуляться. Стараюсь для вас эти видео снимать, чтобы показать разные места Ташкента, не только туристические, потому что в основном как? Вот включаешь видео про Ташкент, особенно, допустим, на английском языке. Сразу же первым делом центр плова. Всегда центр плова, Ташкент-Сити, Маджик-Сити. И все. Даже какие-то парки, типа экопарка, редко показывают. Хотя в Ташкенте так много интересных мест. Вот этот дом, как красиво покрасили. Еще больше морской тематики стал. И снимают одно и то же. Каждый ролик прям перематываешь и видишь. Опять пошли в центр плова. Опять удивляются, как там большие казаны, как там готовят плов. И одно и то же снимают, неинтересно. Разные люди, хочется посмотреть их реакцию, их мнение о городе. Еще Чурсу обязательно, вот забыл. Ой, что я забыл? И всегда Чурсу пойдут, центр плова пойдут, Ташкент-Сити, Маджик-Сити. И все. Вот. А хочется посмотреть, как они по какой-то обычной улице пройдут, какое их мнение. Потому что Ташкент, он именно интересен вот такими обычными улицами, обычными районами. А то, что туристическое, это один раз посмотришь и уже знаешь это наизусть. А вот такие районы, каждый раз что-то новое. Приезжаешь, смотришь и удивляешься. Ого, что и такое может быть. И каждый раз думаешь, неужели это тоже Ташкент? И каждый раз видишь, насколько многогранный город и какое все разное. И как в каждом районе, как будто эти районы своей жизнью живут. И как будто Ташкент состоит из множества разных городков со своей какой-то атмосферой, со своим обликом. И это как раз и здорово, что можно видеть очень разное, а не одинаковое все, что в каждом районе одинаковые дома, одинаковые дворы, одинаковые улицы и одинаковые магазины. А здесь все-таки много можно увидеть самого-самого необычного. Так что советую вам приехать в этот район Спутник, тоже погулять на метро. Тут прям близко очень, доехать недолго. И вот это почувствовать атмосферу. Мне многие писали, приезжай, походи. И вот я приехал, и вам тоже советую приехать. Вот как домики смотрятся. Ну разве не похоже на Америку? Издалека хотя бы. Прям все зеленое, все огороды, заросшие зеленью, напоминает именно старый такой город. Но старый не в плане, что он ветхий, а старый в плане, как будто это такое время детства, старые воспоминания. Как будто случайно попал в прошлое и гуляешь, исследуешь по нему. Несовременный город из бетона и стекла. Такой город. Вот даже машины тут советские. А если привести в порядок, благоустроить, так вообще такой кайф тут будет. Так что кто-то увидит все развал и заброшку, все такое грязь увидит, а я вижу очень приятную атмосферу загородную и особый какой-то дух такого отдельного городка, поселка.
И очень приятно все я вижу. Так что я благодарю вас, что со мной прогулялись. Вот, ощутите запах этих цветочков. И будем с вами прощаться. Спасибо за просмотр. Жду еще вас на канале. Пишите в комментариях, что вы хотите. Я вам отвечу. Всем хорошего дня и пока-пока.